Детские воспоминания не всегда надежны. Что уж говорить о рассказчиках, что пытаются их описать. Привет, друг! Ты на канале Ector Pixel Games, с тобой я, Рестоп, а это рубрика Full Story. И сегодня у нас на повестке дня серия игр Little Nightmares. Лор данной игры было не просто собрать воедино, но я решил сделать это в рамках рассказа о двух главных персонажах. Приятного просмотра. Мона. Я проснулся в горящем здании. Языки пламени облизывали стены, дым заполнял легкие, а вокруг метались силуэты других детей, таких же испуганных, как и я. Я не мог вспомнить, как оказался здесь, не помнил, была ли у меня когда-то семья. Все, что я знал, это огонь и страх. Неожиданно вода погасила пламя, но это не сделало место безопаснее, ведь в здании было нечто худшее, чем огонь. Высокая фигура в тени, смутное, размытое существо двигалось между комнатами, хватая детей одного за другим. Их крики обрывались так же внезапно, как и начинались. Скользя маленькими заплетающимися ножками по мокрому полу, я бежал в поисках укрытия, пока не нашел его внутри сломанного телевизора. Его холодный экран казался порталом в другой мир. Но эта безопасность была иллюзией. Длинные тонкие руки потянулись ко мне, и последнее, что я помню, это темнота. Затем я очнулся в лесу. Бумажный мешок на моей голове стал маской, моим убежищем от мира, который меня ненавидел. Я не снимал его, сколько себя помню. Сквозь прорези для глаз виднелся сырой, дождливый лес, полный ловушек и опасностей. Блуждая между деревьями, я наткнулся на хижину. Внутри царил кошмар. Чучела, сшитые из мертвых тел, сидели за обеденным столом, будто застывшие в вечном ужине. А затем я услышал это. Мелодию музыкальной шкатулки. Звук доносился из запертой комнаты в подвале. Взяв топор, я проломил дверь. Там в углу сидела девочка. Она пряталась под столом, а шкатулка, из которой ранее доносилась мелодия, валялась у стены. Когда она подняла голову, я увидел страх в ее глазах. Но прежде чем я успел что-то сделать, она убежала прочь. Послышались тяжелые шаги. Охотник. Грузный мужчина с мешковиной на голове и ружьем в руках. Он охотился на детей, как на животных. Я видел его раньше. Он тащил эту самую девочку к себе домой и, по всей видимости, запер в этой комнате. Теперь он вернулся. Мы бежали. Охотник преследовал нас через лес. Его выстрелы эхом разносились между деревьями, пока мы не оказались в ловушке. В старом сарае на краю охотничьих угодий. В момент, когда нас, казалось бы, уже схватили, мы увидели ружье. Совместными усилиями, сняв его со стены, мы направили его в сторону двери. Выстрел. Помню, как мы брели по лесу в полной тишине, пока не нашли деревянную дверь, что словно плот прибило к берегу охотничьих угодий. Мы уплыли прочь. Бледный город ждал нас впереди. Туман. Непроглядный серый туман заполнял бледный город. Здания наклонялись под невозможными углами, словно сама реальность здесь была искажена. А повсюду телевизор. Они мерцали, звали,
обещали что-то по ту сторону экрана. Первым местом, куда мы попали, была школа. Пустые коридоры, заброшенные классы и дети. Но это были необычные дети. Их головы были сделаны из фарфора, их движения были неестественными. Они набрасывались на нас толпой, пытаясь схватить и разорвать. Учительница была еще хуже. Ее длинная шея вытягивалась, как у змеи, а лицо искажалось от злобы. Она ловила непослушных учеников и наказывала их. Мы прятались под партами, пробирались через вентиляцию, убегали от ее гнева. Девочка держалась рядом, с любопытством наблюдая, как я в попытках защитить нас разбиваю все больше фарфоровых голов. Выбраться из школы было нелегко. Учительница преследовала нас до последнего, желая наказать и выбить из нас раскаяние. Но мы справились и вновь оказались на мокрых улицах города. Было холодно и мокро, но вот в одном из разрушенных домов я увидел плащик-дождевик, приковывающий внимание своей яркой желтизной на фоне этого серого мира. Я предложил его замерзшей и промокшей спутнице. Она надела его поверх своей грязной одежды, и впервые за долгое время я увидел в ее глазах что-то похожее на благодарность. А дальше мы попали в больницу. В воздухе завис стойкий дух формальдегида и гнили. Пациенты лежали на каталках, напоминая манекены. Те же, что еще могли передвигаться, ползали по коридорам, вызывая ужас одним своим видом. Люди, превратившиеся в живых мертвецов. Доктор был безумцем. Он жаждал схватить нас своими длинными руками, пытаясь положить нас на операционный стол. Его лицо скрывалось за маской, но я чувствовал его жадный взгляд. Мы обманули его, заманив в печь крематория. Когда огонь поглотил его тушу, я не почувствовал жалости, только облегчение. Моя спутница же, наконец, смогла согреться и обсохнуть у разожженного костра. Найдя выход из больницы, мы вновь бродили по бледному городу, пока в один момент все не изменилось. Из одного из телевизоров появился он, худой человек. Высокая фигура в шляпе и пальто, лицо его было скрыто в тени. Его руки тянулись сквозь экран, искажая пространство вокруг. Он схватил моего друга и утащил ее, прежде чем я успел что-то сделать. На месте, где недавно был желтый дождевичок, остались лишь черные помехи. Призрак моего спутника. Я очень хотел вернуть ее. Нет, я должен был вернуть ее. В порыве отчаяния я прикоснулся к экрану, как вдруг реальность растворилась, и я перенесся в другое место. В непонимании и отчаянии я побрел по городу. Он был населен зрителями. Они сидели перед телевизорами, поглощенные мерцанием экранов. Их лица были пусты и бессмысленны. Они не замечали ничего вокруг, ни разрушающегося огромного мира, ни уж тем более крохотного меня. Они просто смотрели в пустоту вещания. Но если я приближался слишком близко, если мешал им предаваться забвению в белом шуме телевизора, их тела начинали двигаться. Они двигались рывками, руки хватали, рты открывались в беззвучном крике. Они пытались затянуть меня в свой мир, помех, серости и отчаяния. А потом снова возник худой человек. Он преследовал меня через весь город, появляясь из телевизоров, искажая реальность вокруг себя. Его движения были медленными, но неумолимыми. Я убегал, прятался, но он всегда находил меня. Но вот в какой-то момент я решил, что хватит прятаться, что в моих силах бороться с ним. Настало время снять свою бумажную маску и дать бой этому существу. Подобно этому чудищу я стал искажать реальность вокруг, в попытках дать отпор. Пока, наконец, худой человек не исчез. А я не оказался в дверях черной башни вещания. Башня была живой. Ее стены пульсировали, покрытые плотью и глазами, тысячами глаз, которые следили за каждым моим движением.
Это место было сердцем города, источником передачи, которая держала всех в плену. Я поднимался выше и выше. Проходы сужались, стены смыкались. И там, в самой верхней комнате, я нашел ту, что отнял у меня худой человек. Но она изменилась. Ее тело вытянулось, длинные узловатые конечности сжимали шкатулку, очень похожую на ту, что я слышал при нашей первой встрече. Мелодия, которую она играла, была одновременно прекрасной и ужасающей. Она не хотела уходить. Башня дала ей то, чего она так жаждала — покой и убежище от жестокости вокруг. Музыкальная шкатулка стала ее миром, иллюзорным, ненастоящим, миром, из которого я должен был ее спасти. Взяв молоток, я нанес первый удар по шкатулке, затем еще, снова и снова. Она кричала, пыталась остановить меня, но я продолжал, удар за ударом. Когда музыка умолкла, она вернулась в свой обычный вид. Маленькая девчонка в желтом плащике, испуганная и потерянная. И вдруг башня вокруг нас начала разрушаться. Плоть и глаза взрывались, коридоры сворачивались в пустоту. Впереди был свет, выход. Пол под ногами стал дрожать. Выбившись из сил, я не смог бежать так быстро, как она, и в какой-то момент понял, что уже не бегу. Я падаю. Ее рука схватила мою в последний момент. Мгновение я висел там, глядя ей в глаза. Ее лицо исказилось. Она будто что-то поняла, что-то увидела, что-то, что мне было неизвестно и непонятно, и в этот момент она отдернула руку. Я падал в темноту. Ее фигурка уменьшалась наверху. Желтое пятнышко плаща исчезло в свете, а я падал все глубже в пульсирующую плоть башни. Время здесь работало иначе. Я не знаю, сколько прошло. Дни, годы, вечность. Я рос. Мое тело вытягивалось, худело, превращалось во что-то другое. Все это время я сидел и ждал. В комнате с одной лишь дверью. За ней был коридор. В конце коридора телевизор. Я ждал. Ждал того, кто освободит меня. И я ненавидел и ждал. Шестая. Гнездо. Парящий остров посреди океана. Место узницы, которого мне суждено было быть. Это мои самые ранние воспоминания. Вдруг что-то упало с неба. Чей-то воздушный шар лопнул и проломил крышу огромного особняка. Из обломков крыши и воздушного судна вылезла девочка. Девочка в желтом дождевике. Когда мы впервые встретились, я испугалась и побежала по неосторожности, угодив в клетку. Неожиданно она пришла на помощь. Мы бежали вместе, через комнаты, полные кукол и ловушек, мимо умельца в инвалидной коляске с его длинными руками, мимо дворецкого, разрушающего все своим телекинезом. На каждом шагу мы видели последствия их работы. Мы видели останки сгинувших детей, переработанные, выстиранные останки, которые позже превращались в кукол. А потом появилась притворщица. Хозяйка гнезда, такой же взрослый монстр, как и все, лишь притворяющийся ребенком. Она властвовала над всем этим местом. Мы с девочкой вместе пытались сбежать с острова, и вот, когда цель уже была близка, я споткнулась. Моя спасительница, не заметив этого, в панике перекрыла мне путь на волю. Однако позже, когда нас нашла притворщица, мы воссоединились. Монстр загнал нас на край обрыва. Девочка в желтом плаще спасла меня от падения со скалы, когда я оступилась, а я, в свою очередь, пыталась помочь ей, но...
Притворщица и девочка вцепились друг в друга, и в итоге они вместе упали. Морская пучина забрала их обеих, выплюнув обратно только маленький желтый плащик. Так я снова осталась одна, но теперь я была свободна. Найдя обломок дерева, я вскарабкалась на него и направилась прочь от этого мрачного места. Я не знаю, как долго я дрейфовала по океану. Волны несли меня, пока меня не прибило к берегу. Я попала в темный мрачный лес, территория охотника. Он вышел на мой след задолго до того, как я сумела сориентироваться, куда попала. Кривой, хромающий мужчина с мешковиной на голове, ружьем на плече и мертвым взглядом. Он охотился на всех, кто случайно забрел в его леса, а из своих жертв позже делал чучело, зловеще украшая свой дом. Я пыталась убежать, но он был быстрее. Он запер меня в одной из комнат своего жуткого дома. Не знаю, были ли тут до меня дети, но там была музыкальная шкатулка. Она успокаивала меня. Я заводила ее снова и снова, слушая мелодию. Это помогало мне забыть о том, что я снова в неволе. Помогало забыть о жестокости внешнего мира, о страхе. Эта незатейливая вещица дарила мне покой. Я сжимала шкатулку, и мир становился немного меньше, немного безопаснее. Я не помню, сколько времени прошло, прежде чем появился он. Мальчик с бумажным пакетом на голове. Он пробил дверь топором, нарушив умиротворяющее объединение моих мыслей и музыки. Я испугалась, не знала, друг он или враг. Но когда он появился, я снова вспомнила, что мне нужно бежать, что безопасность комнаты – это просто наваждение, и я побежала. Потом вернулся охотник. Мы с мальчиком начали действовать сообща, как когда-то с моей безымянной спасительницей в гнезде. Мы бежали вместе через лес. Мы вместе нашли этот дряхлый и ужасающий сарай. Мы вместе нажали на курок. Я и ранее видела смерть, но ни разу не была ее причиной. С потерянным видом я пошла за ним дальше, пока мы не набрели на обломок дверей, чем-то похожий на тот импровизированный плот, что принес меня в эти леса. А затем был город. Город встретил нас порывистым ветром и серостью. Как оказалось, мальчика звали Мона. Сначала я не доверяла ему. Я помнила девочку в желтом плаще. Помнила, как она, даже помогая мне, будто бы в первую очередь спасала себя и пренебрегала моей безопасностью. Но Мона был другим. Он протягивал мне руку снова и снова, даже когда ему стоило просто бежать наутек. В школе, когда фарфоровые дети разделили нас, утащили меня и начали издеваться надо мной, он вернулся за мной, крошая их головы на своем пути. В больнице, когда доктор хватал нас, он всегда думал обо мне и моей безопасности. Он не бросал меня, и постепенно я начала ему доверять. Он нашел желтый плащ, тот самый плащ девочки, которая спасла меня в гнезде. Он не знал, что я встречала его раньше, но предложил отдать его мне, чтобы я согрелась и защитила себя от дождя. Я надела его. Это было как обещание, как память, как защита. Мы держались за руки, мы помогали друг другу. Впервые за долгое время я не чувствовала себя одинокой, но временами Мона будто бы впадал в транс, когда приближался к телевизорам. Мой долг дружбы был отвадить его от этих наваждений. Я раз за разом прерывала его связь с вещанием. А потом появился он, худой человек. Это случилось в одной из квартир бледного города. Мы прятались от непогоды, когда Мона в очередной раз, будто загипнотизированный, подошел к работающему телевизору. Я пыталась его оторвать от экрана, но в этот раз это было сделать особенно тяжело. Когда же у меня получилось, и Мона пришел в себя, из телевизора появилась высокая фигура.
Ее руки тянулись к нам, искажая пространство. Мы бежали и прятались, как и обычно. Но в этот раз я выбрала не лучшее убежище и поздно это поняла. Я протянула руку к Моно, пытаясь удержаться в надежде, что он спасет меня, вырвет из рук монстра, как и раньше. Но он ничего не сделал. Он просто прятался там, замерший от страха, пока худой человек хватал меня и тащил в экран. Я кричала без звука. Моно не двигался. А потом хлопок. Холод. Пустота. Меня будто раскололо надвое, и часть меня так и осталась стоять в крике в той комнате, а другая оказалась в изуродованном, искривленном пространстве. Когда я очнулась, я была в комнате. Просторный, теплый, полный игрушек. А посреди комнаты стояла музыкальная шкатулка. Точная копия той, что была у меня в доме охотника. Я завела ее. Мелодия наполнила комнату, заполнила меня. Я закрыла глаза и почувствовала покой. Впервые с того момента, как проснулась в гнезде, я не боялась, не убегала, не пряталась. Здесь было безопасно. Здесь не было монстров, не было боли. Только музыка и я, возможно, лучшая часть меня. Худой человек дал мне то, чего я больше всего хотела. Мир, где я могла не бояться. Мир, где меня никто не бросит, потому что здесь никого больше не было. Я не хотела уходить, я хотела остаться здесь навсегда. А потом пришел Моно. Он ворвался в комнату, как ворвался в дом охотника. Грубо, жестоко, не спрашивая, чего я хочу. Он начал разбивать мою музыкальную шкатулку. Мой мир, мое убежище. Я пыталась остановить его, пыталась сказать, что я тут счастлива. Вместо слов из моих уст шло неразборчивое кряхтение. Я сама превратилась в чудовище. Мое тело вытянулось, руки стали длинными и узловатыми. Я хватала его, пыталась оттолкнуть, пыталась защитить шкатулку, но он не останавливался. Снова и снова я бил по шкатулке, пока наконец мой мир не разбился вдребезги. Когда музыка умолкла, мое тело изменилось. Я вновь была тем самым ребенком, маленьким, слабым, испуганным. Он разрушил единственное место, где я чувствовала себя в безопасности. Он лишил меня покоя, которого я так долго жаждала. Стены башни начали рушиться, деформироваться, меняться. Он протянул мне руку, и мы вновь побежали. Я следовала за ним, потому что не было другого выхода. Но внутри меня что-то сломалось, что-то важное. И когда мы были уже близки к выходу, Моно отстал. Он начал падать в пустоту, а я поймала его за руку. И только тут я поняла, что на его голове больше нет пакета. Я увидела его лицо. Лицо, напоминающее маленького, еще не сформированного монстра. Я увидела лицо худого человека. Я испугалась, мои чувства были искажены. Ненависть, любовь, страх и голод. Я отдернула руку. Он так часто спасал меня, но дальше мне нужно идти одной. Что-то сильно изменилось. Я отпустила его. Не из мести, не из злобы. Просто отпустила его. Я выбралась из башни вещания через телевизор. Боль сковывала грудь и сводила желудок. В комнате я встретила свою тень, тот кусочек, что откололся, когда худой человек схватил меня. Она указала мне на плакат, будто говоря: «Ты чувствуешь голод? Я знаю, что может нам помочь». На плакате было изображено чрево, место, откуда ни один гость не уйдет голодным. Ненасытный, всепоглощающий голод стал пожирать меня изнутри. Требовал заполнить пустоту, которую оставил после себя разрушенный мир в башне. В потерянных чувствах и мыслях, как мне попасть в это чрево, я брела по городу. Страх и голод преследовали меня. Чем ближе я была к городской пристани,
тем больше взрослых шло вокруг меня. Я была слишком мала и незаметна для них. И в какой-то момент мой страх материализовался. Один из взрослых обратился в монстра и схватил меня. Он оказался перевозчиком. Говорят, он появляется, когда дети отчаялись окончательно. Он будто бы знал, куда я хочу попасть, и был готов меня доставить на борт. Но за одним лишь маленьким отличием. Гостем мне стать не суждено. Он отвез меня в чрево. Чрево представляло из себя вертикальный корабль-тюрьму. Меня, испуганную и изнеможденную, бросили в самый низ. Как всех прочих детей, до кого мог добраться страх. Мы называли эту тюрьму яслями, а следил за нами слепой сторож с длинными руками. Он ловил детей, которые так и норовили сбежать, укладывая их в кроватки, а самых буйных и неусидчивых он усаживал в клетки, подозрительно знакомые клетки, напоминающие те, что были в гнезде. Голод заставил меня двигаться к вершине корабля, несмотря на опасности, ведь там ждало то, что поможет его удовлетворить. По пути один мальчик дал мне кусочек хлеба, и голод на какое-то время утих. Я прошла через тюрьму, избегая сторожа, прячась в тенях. Голод возвращался снова и снова. Я ела куски мяса, найденные в коридорах. Затем вновь бежала, пока не решилась дать отпор моему преследователю. В очередном приступе я съела крысу, сырую, пойманную в ловушку. Затем была кухня. 2 повара, безумные создания, готовили бесконечные блюда из мясных коконов. Я не хотела знать, что это было. Я просто пробиралась мимо них, пряталась в кастрюлях, убегала от их ножей. Несмотря на обилие еды вокруг, у меня не было миг, когда я могла бы остановиться и поесть. Убегая от поваров, я неожиданно попала в столовую. Гости, толстые, жадные существа, набрасывались на еду, пожирая все на своем пути. Они пытались съесть и меня. Я убегала, пряталась под столами, наблюдала, как они давятся своим обжорством. Интересно, их голод мог сравниться с моим? Чрево существовало потому, что существовал голод, и я ощущала себя его частью. Голод усиливался, и тогда появился Ном, маленькое существо. Я видела их раньше в гнезде и на корабле. Маленький Ном понял, что я голодна, и протянул мне украденный кусок колбаски. Протянул его мне, пытаясь помочь. Но я посмотрела на него и поняла, что мне очень хочется отведать не мясо, а грибов. Я схватила его, жадно отрывая кусок за кусочком, я проглотила Нома. И тут почувствовала странное. Все его воспоминания и переживания, они отозвались в моей голове. В тот момент голод утих, но что-то внутри меня окончательно сломалось. А тень непрестанно следила за мной. Сажав Нома, я и узнала, что раньше они были детьми. Мальчика, которого я съела, другие дети когда-то прозвали Беглец. Он когда-то пытался сбежать из чрева. Очевидно, побег окончился плачевно. Добравшись до самой вершины корабля, я попала в покои хозяйки. Я думала, что она сможет ответить на мои вопросы, как мне утолить этот голод. Кто, если не она, женщина, управляющая чревом, мог дать мне этот ответ? Бродя по ее покоям, у меня сложилось впечатление, что она боится своего отражения. То тут, то там мне попадались расколотые или закрытые зеркала. Что, интересно, она видит в них? При нашей встрече она не собиралась отвечать на мои вопросы. Тогда я заставила ее посмотреть на себя. И неожиданно то, что скрывалось в ее отражении, убило ее. Или заставило потерять сознание. А я? Чтобы найти ответ на свой вопрос, я начала жрать ее, поглощая все ее силы и воспоминания. Мы оказались с ней чем-то похожи. Мой голод не утолялся. С каждым новым кусочком воспоминаний он только усиливался. И я продолжала есть. Когда трапеза закончилась, я пошла в обеденный зал, полный гостей,
Я шла среди них, высасывая их жизни одну за другой. Они падали, иссушенные, пустые, а я продолжала идти, продолжала есть. Я перестала бояться, я перестала убегать от реальности. Больше никто не схватит, не заточит меня в клетке. Я все еще так голодна. Приходите на чрево гости. Никто не идет отсюда голодным. Вот такие вот маленькие кошмары. А тебе спасибо, что смотрел. Ссылочка на плейлист с другими историями в описании под видео. Также в описании ты увидишь ссылочку на этот канал, на телеграм-канал, на музыкальный канал. Подписывайся везде, ставь лайки, оставляй комментарии. А у меня на этом на сегодня все. Увидимся с тобой на стриме или в следующих видосиках. Пока!